AMD, как же вы за***ли со своими кривыми дровами? Сколько можно? Что происходит? Хоть не обновляй дрова вообще. Обновляешь и получаешь кучу, просто море гребаных проблем. Сколько уже можно? Сколько это будет продолжаться? Уже крик души просто-напросто. Поставлю старые дрова просто и не буду никогда обновлять больше. Ну что это такое? И каждый раз так. Невозможно компьютером теперь пользоваться. Выполняй танцы с бубном. Почему сворачивается, почему гаснет экран, почему выскакивают ошибки? Что это? Я понимаю, что у вас длится этап отладки уже, не знаю. Вы выпустили дрова новые в начале 2020 года. Сейчас на дворе 2021 год. Уже практически середина. И до сих пор какие-то у вас ошибки. И каждое обновление лишь делает все хуже. Не лучше, а хуже. В общем, ладно, все на эмоциях рассказываю. В общем, как всегда, новое обновление. Что это, боже? Что это? Откуда столько запущенных одновременно программ AMD Software? Откуда, блин? Короче, новое обновление. Версия у нас 21.3.2. Куча, множество проблем с изменением цвета экрана, с различными ошибками, в том числе и при обновлении, с вылетами, с лагами, с погасаниями экрана и так далее. Какой мы делаем вывод по этим дровам? Есть версия 19.12.1, еще выпущенная до 2020 года. Она постарее, возможно, не поддерживает какие-то функции, но с ними не было практически вообще никаких проблем. И вот эти вот дрова уже год не могут нормально пофиксить, не могут нормально ничего сделать. Они раз от раза делают только хуже. Все новые появляются проблемы. При том, что старые искореняют не все. Вот что я хотел сказать по этому поводу. Итак, ладно, у меня знатно пригорело от этих дров, в принципе, как обычно. Но что-то нужно делать. Какие выходы вижу я? Соответственно, эти выходы, которые я предложу, они не могут являться стопроцентным решением, потому что все проблемы искоренить с этими кривыми дровами в принципе невозможно, пока к ним не приложат нормально руки. Но я покажу, что мы можем попытаться сделать для решения всех этих проблем с дровами. Первое, что мы делаем, независимо от того, получилось установить драйвер или не получилось, вылетела ошибка при установке, либо же просто появляются какие-то проблемы во время использования дров, просто качаем утилиту AMD Clean Up. Ссылочки все оставлю в описании на то, что показываю. То есть нам предложат полностью систему зачистить от дров AMD. Мы соглашаемся на это, удаляем все косяки и все остатки программы с помощью этой утилиты. Это сделать обязательно нужно. Далее переходим на страничку загрузки дров, выбираем нашу видеокарту, в моем случае это RX 460, и скачиваем новый драйвер. Пусть он будет последней версии, но он будет чистый. Скачиваем его заново и попытаемся установить его по новой. Если все пройдет успешно и проблема исчезнет, то я очень рад за вас. Если же впоследствии никак проблема не устранилась и все те же ошибки остались, то опять же программа AMD Clean Up Utility, просто удаляем все остатки и затем переходим и находим версию архивную 19.12.1 и скачиваем для нашей системы. Да, это более старая версия, но как правило, насколько я помню, она работала хорошо, никаких проблем, по крайней мере, я не замечал. Это, конечно же, не первый мой ролик по этим дровам, но ничего с собой поделать не могу, у меня очень сильно горит от разработчиков этих дров. Но на мой взгляд, чтобы предупредить все эти проблемы, просто-напросто купить нужно видеокарту от Nvidia и отказаться полностью от AMD. Да, они подороже, но и ошибок там куда меньше, хотя они там и тоже есть.